Здравствуйте, близнецы! С вами Анна Зверева. Это ваш второй гороскоп на неделю с 11 по 17 марта. Близнецы, возможно, будет шумно, громко. У нас ремонт, и этот ремонт будет целую неделю, так что вполне возможно, что немножко будет некомфортно. Ну уж простите, но каждый должен делать свою работу. Так, а у нас неделя, и мы ее начинаем с кубиков. Смотрим планета Уран, с чем я вас и поздравляю. Поэтому ожидайте всяких разных сюрпризов, приятных и неприятных. У нас знак зодиака Телец. И у нас третий дом гороскопа. И, между прочим, третий дом гороскопа, если вы помните, это все же ваш дом гороскопа. Поэтому с него мы и пойдем. И в этом доме гороскопа, в третьем, будет находиться планета Уран. Ну, давайте, наверное, все-таки со знака зодиака. Что это может быть? Это могут быть ваши хлопоты про деньги, это могут быть какие-то тельцовские такие штучки. Это может быть общение с человеком по знаку зодиака Телец. Ну, то есть такой вот обширный спектр. Да? Но это, конечно, могут быть еще и какие-то ваши хлопоты по поводу денег, по поводу заработка денег, по поводу работы, в общем, по поводу всего такого. Но у нас третий дом гороскопа. По сути дела, это ваш дом, и это точка коммуникации. Отвечает этот дом гороскопа за братьев, сестер, за соседей, приятелей, знакомых, точнее, хороших друзей на работе, общение, начальное, среднее образование. Также третий дом гороскопа отвечает за короткие поездки и за любые средства передвижения. В общем, письма, все, что связано с коммуникациями. Там Уран. Поэтому вполне возможно, что на этой неделе вас ожидает зона турбулентности, вот как раз связанная с такими моментами, то есть могут срываться какие-то поездки, какие-то встречи с приятелями, какие-то свидания, может быть. Может быть, что-то будете опаздывать, скажем, на то же обучение и так далее. Вот на обучение почему опаздываете? Потому что где-то там телец скажет свое веское слово, вы где-то подвиснете, зависнете, пообщаться с кем-то захотите или просто ничего, наоборот, не захотите делать. То есть такой вот момент, да, и во всем этом будет присутствовать Уран. То есть это могут быть такие совершенно неожиданные для вас решения, которые вы будете принимать. Вот как бы настроились, и тут раз кто-то позвонил, говорил, ну поехали там посидим, пиццу покушаем, или пообщаемся, или пойдем на свидание, или что-нибудь еще такое, да, и все. И желание что-то делать, к чему-то относиться серьезно, очень может быть, что будет пропадать у вас периодически на этой неделе. Кстати, поездки как могут быть сорваны для кого-то из вас по Урану, так они могут быть и непредсказуемы. То есть, например, вы наоборот запланировали свидание или нечто подобное, а придется вместо этого ехать куда-то для чего-то, зачем-то, то есть откладывать что-то для того, чтобы сделать что-то другое. Такое тоже может быть. Ну, такие хлопоты, да, будут. Неорганизованность какая-то может иметь место быть на этой неделе. Давайте посмотрим, что будет происходить вокруг вас на этой неделечке. Кто-то захочет с вами встреч, кто-то захочет с вами общения. Причем человек может быть издалека, из далеких краев, либо же речь будет идти о встречах, общении с человеком, с которым вы не очень-то хотите общаться. Вот вам урановские штучки, да, могут здесь проявиться в вопросах происходящего вокруг вас. Может быть, будете планировать, как я говорила, какие-то свидания, встречи по букету, но гора вам идет, да, она говорит о том, что либо это будут какие-то дальние дороги, куда вам придется ехать, а рассчитывали, что где-то будет совсем рядом с вами, либо это будут просто какие-то сложности в вашем доме, из-за которых, скажем, могут не состояться, сорваться какие-то встречи, общение в вашем доме или в доме того человека, с кем вы собираетесь идти на встречу, на общение и так далее. То есть такая вот да, канитель, такие хлопоты, в которых вы будете принимать определенное участие, но при этом повлиять на это вы не сможете. Опять-таки, вот Уран, еще одно подтверждение вот этих моментов, да, что бы вы ни делали, все равно гора, вот она в середине как-то упала и ничего не дает сдвинуть с мертвой точки.
Хотя здесь могут быть встречи на очень далекой территории или не в месте вашей дислокации. Может быть, из-за этого еще могут возникнуть какие-то сложности в общении в этих же. Например, договорились там где-то встретиться, а придется переться, бог знает куда, далеко и так далее. На что вам надеяться на этой неделе? Клевер вам идет, удача вам идет, вам новости хорошие идут на этой неделе. И самое приятное это то, что вам идет якорь. А якорь это символ удачи в работе и удачи в любви. Поэтому на этой неделе надейтесь все же на хорошие новости, которые к вам идут. Надейтесь на то, что вам очень повезет в ваших деловых аспектах, в ваших казенных хлопотах. Просто в ваших хлопотах очень большая удача вам идет, очень много радости вам идет по этому поводу. Те, кого интересуют дела сердечные, романтика, романтические истории, опять-таки здесь радость вам большая идет с известием, которое тоже очень скоро придет на этой неделе. То есть, может быть, даже неожиданное известие придет на этой неделе. Это будет вам радость в любви. Для кого-то известие это может касаться, конечно, не дел романтических, а каких-то деловых аспектов. В делах ваших какая-то удача очень большая идет, которая радость вам принесет. Потому что клевер, кроме того, что это символ удач, маленьких таких удач, но это еще и символ радости. И радость будет не одна, а приятных сюрпризов, приятных неожиданностей на этой неделе все же Уран вам тоже подсыпет. На что вам не надеяться? Что не получится? О чем можете не хлопотать и не заботиться, потому что это все равно не произойдет. Смотрите, какие хорошие вам пошли на это карты. Но не очень, если бы не Солнце, да? Скажем так, что на этой неделе не оправдаются ваши переживания, ваши хлопоты и ваши нервотрепки. То, чего вы будете бояться, вот можете не думать о том, что оно реализуется на этой неделе. Да? Вот бывает такое, что мы ждем какого-то подвоха откуда-то, из какого-то места. Есть надежда, что придет солнышко, все это дело развеет, и все встанет на свои места. Вот здесь неоднозначно, и я также вам неоднозначно скажу, неоднозначно, потому что я не знаю ваших личных историй. Можете не надеяться на то, что будут какие-то особые проблемы или что оправдаются ваши переживания, связанные с ожиданием подвоха или каких-то неприятностей от каких-то людей, которые находятся вокруг вас. Солнце говорит, что эти ваши переживания не оправдаются не потому, что вы сможете развеять тучи, развести руками. Нет, а просто на этой неделе ничего из неприятных моментов не реализуется только по одной причине. Не пришло еще тому время. Придет время, и все равно какие-то моменты неприятные, они встанут на повестку дня, и все ваши переживания, которые были на этот счет, они тоже могут реализоваться, но не на этой неделе. На этой неделе ничего страшного не произойдет. На этой неделе все будет хорошо, но жизнь есть жизнь. Сегодня хоть белая полоса, завтра черная. Это нормально, без черной полосы, и чистоту белой не заметишь. Что на этой неделе будет для вас очень важным? Лиса вам идет, выгода какая-то очень большая вам идет, выгода через женщину вам идет, женская бланка идет. Но эту выгоду вы можете получить только в том случае, если приложите очень много сил и очень много энергии для получения этой выгоды. Здесь лиса очень правильная, которая бежит за курицей, как, собственно, у самой Ленорман. Ну, только покрасивее немножко, чем у Ленорман, да. Вот лисица хватает свою курицу, ей абсолютно без разницы, что где-то там кто-то с ружьем стоит и хочет ее пристрелить. Не в этом суть лисицы, а в том, что она видит цель, не видит своих преград, и она эту цель любым способом получит, что бы там вокруг не происходило. Поэтому очень важным для вас на этой неделе будет вот этот момент получения выгоды, которая придет через женщину,
Но с одной стороны, как бы женщина принесет вам эту выгоду, но и вам тоже над ней придется серьезно попыхтеть и серьезно поработать, потому что медведь это не только символ каких-то неприятных моментов, но в этой конфигурации карты он еще читается как и символ необходимости прикладывать очень большие усилия для получения этой самой выгоды. Видимо, петушок, фигура речи, конечно же, на этой неделе вам попадется слишком резвый. Несмотря на то, что какая-то дамочка вам скажет, где этот петушок прячется, петушок, золотой гребешок. Это будет самым важным для вас на этой неделе. Ну и давайте посмотрим, чем же все же обернется для вас эта неделя. Деньги вам идут, очень большие деньги ожидайте на этой неделе. Деньги эти придут надолго. И выгода очень большая вам идет, опять-таки на этой неделе придет. На этой неделе перед вами откроются новые финансовые источники, новые финансовые возможности, которые здесь застопорятся, останутся, никуда двигаться не будут. То есть денежная удача вам придет на этой неделе, придет надолго. Выгода очень большая вам придет. Возможно, у кого-то эта выгода будет связана с далекими странами, с далекими путешествиями. У кого-то из вас дерево говорит о том, что выгодная ситуация, выгодное положение дел на этой неделе придет к вам надолго. Это какая-то цель, к которой вы шли, которую вы видели, не выпускали из виду, не выпускали, не отрывали от него взгляда своего. Вот эта выгода на этой неделе реализуется. Для кого-то это материальная выгода, для кого-то, может быть, это что-то не связанное с материальным. Какие-то романтические, может быть, у кого-то истории и так далее. На Кипере мы сегодня посмотрим очень коротко. Начало, середина, конец недели, ваш событийный ряд. Посмотрим, что вас ожидает. Итак, начало недели. Хитрый человек, неприятная женщина придет к вам в начале недели. Будьте осторожны с этой дамой, потому что, ну, сейчас посмотрим, что... Может быть, и мужчина. Просто хитрый человек, будем говорить. Она захочет помешать вашему финансовому успеху. Возможно, у вас появится или покровитель, или просто какой-то доброжелатель, хороший советчик. Либо же у вас просто на этой неделе появятся деньги, о чем нам говорит здесь Ленорман. И эта дамочка окажется рядом только для того, чтобы перебежать вам дорожку и использовать вашу удачу, ваше счастливое стечение обстоятельств для себя, ну, чтобы вам навредить. Середина недели. Встреча с женщиной, женщиной старше вас или женщиной из вашего прошлого. Эта женщина ваш друг. И эта женщина поможет вам на этой неделе в решении какого-то важного вопроса. Вопрос делового порядка. Также это может быть просто встреча, ну, скажем, на такой нейтральной территории или в неформальной обстановке, где может быть у вас будет желание пожаловаться или попросить кого-то о помощи. Скорее всего, помощь будет касаться каких-то материальных моментов. Но, может быть, у кого-то у нас все-таки общий расклад, ситуация немножечко другая, как раз наоборот. Встреча состоится с человеком старше вас по возрасту, и как раз именно этому человеку потребуется ваша помощь. Да, у нас здесь третий дом гороскопа, я говорила, выпадает. Мамы, папы, тети, дяди, это все относится к вашему дому гороскопа. Возможно, потребуется помощь кого-то из ваших близких или просто из ваших друзей, кто будет обращаться к вам за помощью, кто будет вас просить протянуть руку помощью, что вы, скорее всего, и сделаете. Конец недели вам идет общение, вам идут встречи. Встречи очень такого временного порядка, однако не все эти встречи, не все это общение будет носить миролюбивый характер. На этих встречах в конце недели вы будете стараться отстоять какие-то свои интересы, что-то очень важное для вас. Я бы сказала так, что может быть у кого-то есть какие-то спорные вопросы в жизни или по жизни, и вот в конце недели эти спорные вопросы встанут на повестку дня. Принесет вам эти спорные вопросы кто-то из людей, с которыми вы будете общаться. Это люди из вашего ближнего окружения. Вот сейчас вспоминаем еще раз, да, у нас здесь Уран, третий дом гороскопа, и в самом начале я говорила, что возможно будут какие-то финансовые вопросы стоять на повестке дня, где вы будете принимать такое рьяное участие и пытаться отстоять свои финансовые интересы. Причем все это будет неожиданно, может быть, вы даже и не думаете
о том, что в конце недели может состояться вот такая встреча, такой разговор, да еще и приобрести такой воинственный характер. Это не ссора, не скандал, не разбор полетов, не выяснение отношений, это не враждебные какие-то штуки, это просто вы будете отстаивать свои интересы, невзирая ни на что. Замечательные, шикарнейшие близнецы, у меня все для вас на сегодня. Я желаю вам интереснейшей недели. Храни вас Бог и до скорых встреч!